Привет, с вами Артем Spitfire, тема урока Chest Pump, и мы начинаем. Chest Pump — это удар грудной клеткой. Как правило, вверх, но при желании вперед, в стороны и в другие плоскости. Опять же, на этом уже можно было бы и заканчивать выпуск, но дальше я буду делиться своими вариациями Chest Pump, а их у меня 8, так что не переключайся. Итак, первый — это Miho Chest Pump. Это обычное дыхание с максимально большим ходом грудной клетки вверх-вниз. Важно, чтобы при этом движении мы не горбатили спину. Также поделюсь маленьким лайфхаком. Чтобы добавить амплитуду этому движению, мы можем использовать ноги, а именно кач, а также движение плечами. И когда мы синхронизируем работу ног, плеч и грудной клетки, Chest Pump будет выглядеть реально большим. Следующий — это Miho Chest Pump с акцентом вверх. Вся разница в том, что мы добавляем резкий подъем грудной клетки к предыдущему Chest Pump. Резко бьем и выдох. Третье — это Miho Chest Pump с акцентом вниз. На вдохе поднимаем грудную клетку, а затем бьем вниз в исходное положение. Следующее — Chest Pump Accented. Это совмещение Miho Chest Pump с акцентом вверх и вниз. С этого и получается такое название — акцентированный Chest Pump. Следующий Chest Pump — это самый стандартный Chest Pump. Делается с акцентом вверх, но при этом мы убираем кач ногами и работу плеч. А сама амплитуда грудной клеткой остается максимальной. А также самое главное, что нету паузы в самой верхней пиковой точке. Я приравниваю это к джебу, ведь когда мы бьем, мы сразу же ставим руку в защиту. Точно так же и тут. Как только мы достигаем пиковой точки, мы возвращаем грудную клетку в исходное положение. Вся техника этого Chest Pump заключается в скорости исполнения. Мы должны максимально резко выбросить грудную клетку вверх и после убрать чест в исходное положение. Chest Hit. Для меня это самый мощный Chest Pump, хотя по своей амплитуде он самый маленький. Техника исполнения такая же, как и у предыдущего Chest Pump, только амплитуда минимальная. Это движение можно сравнить с ударом в спину. Представьте, что вы стоите и знаете, что сейчас вас ударят в спину, но ваша задача при этом не упасть и не сойти с места. Переходим к тяжелой артиллерии, и на очереди у нас Chest Bang. Большой Chest Pump делается с качем в ногах, с наклоном корпуса, с движением плеч и, конечно же, с максимальной амплитудой грудной клетки. Грубо говоря, это объединение Miho Chest Pump и стандартного Chest Pump. Где от Miho Chest Pump у нас есть кач в ногах, движение плечами и корпусом, и от стандартного Chest Pump непосредственно вся скорость и техника исполнения. И последний, 8-й Chest Pump, это Chest Pump Double. Это двойной Chest Pump, в котором проходит слияние Chest Pump стандартного и Chest Bang, либо же Chest Hit и Chest Bang. Как делается? Мы делаем стандартный Chest Pump, не возвращая его в исходное положение, и затем заканчиваем его Chest Bang. И такую же комбинацию мы можем делать с Chest Hit. Chest Hit, Chest Bang. Chest Bang, Chest Bang, Chest Bang. И еще одна вариация Chest Pump Double, в котором есть объединение Chest Hit, стандартного Chest Pump и Miho Chest Pump. И делается это примерно так. Мы делаем Chest Hit, стандартный Chest Pump и Miho Chest Pump выдох. Раз и два. Бум-бум, оу, бум-бум, оу. На этом все. И главное, всегда помни, что Chest Pump, как и любое другое движение, мы можем делать в разные стороны, а не только вперед. Тебе спасибо за внимание. Подписывайся на канал, ставь палец вверх, жми на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Мир! Всем Chest Pump!